Привет! Сегодня мы прочитаем с тобой сказку про отважного мышонка и Груффала. Эта сказка для деток от 4 до 7 лет, но я ее читаю своему сыну, которому 1,5 года, и ему очень нравится. Готов? Поехали! Гулял мышонок по лесу, и вдруг лиса бежит. А у лисы, как водится, хороший аппетит. Пойдем со мною, маленький, в нору ко мне пойдем? Там сможем мы отлично позавтракать вдвоем. Простите, тетушка лиса, мышонок пропищал, я завтракаю с Груффала. Я твердо обещал. Что там еще за Груффала? Мышонок, ты о ком? О, это очень крупный зверь. Я с ним давно знаком. Есть у него клыки, и когти тоже есть, и преогромнейшая пасть, а в ней зубов не счесть. И где же вы встречаетесь? Да вон у той горушки. Он, кстати, очень любит лис. С приправой из петрушки. С приправой, говоришь? Ну, мне пора домой, прощай, мышонок. И лиса нырнула в лес густой. Глупая лиса, не знает ничего. Нет никакого Груффала, я выдумал его. Гулял мышонок по лесу, и вдруг сова летит. А у совы, как водится, отменный аппетит. Летим со мною, легонькой, летим ко мне в дупло. Хо-хо, там стол обеденный накрыт, там сухо и тепло. Хо-хо. Простите, бабушка сова, мышонок пропищал, я пообедать с Груффала сегодня обещал. Какое еще Груффала? Мышонок, ты о ком? О, это очень крупный зверь, я с ним давно знаком. Ножищи, как столбы, на них когтищи в ряд, есть бородавка на носу, а в бородавке яд. А где ж вы с ним встречаетесь? Вон там, за ручейком. Он, кстати, очень любит сов тушеных с чесноком. Тушеных, говоришь? Ну, я спешу, дела. О-о, прощай, мышонок. И сова умчалась, как стрела. Глупая сова, не знает ничего, нет никакого Груффала, я выдумал его. Гулял мышонок по лесу, и вдруг змея шуршит. А у змеи, как водится, прекрасный аппетит. Пошли со мною, мягонькой, пошли ко мне домой. Там сможем мы отлично поужинать с тобой. Простите, госпожа змея, мышонок пропищал, я с Груффала поужинать сегодня обещал. Что? Какое Груффала? Мышонок, ты о ком? О, это очень крупный зверь, я с ним давно знаком. Глаза огнем горят, язык черней черники, в шипах лиловых вся спина и вид ужасно дикий. А где вы с ним встречаетесь? Тут рядом, на пруду. Он, кстати, очень любит змей в сметане и в меду. В сметане, говоришь? Ну, мне пора в постель, прощай, мышонок. И змея в свою скользнула щель. Глупая змея, ползи, ползи домой. Спасибо, выдумка моя, спасибо, Груффа. Ой, как этот страшный зверь сумел сюда попасть? Какие острые клыки, чудовищная пасть, ножища, как столбы, на них когтищи в ряд, и бородавка на носу, а в бородавке яд. Глаза горят огнем, язык чернее черники, в шипах лиловых вся спина и вид ужасно дикий. Ой, мама, это Груффала, оно меня понюхало. «Еда!» — воскликнул Груффала, сама шагает в рот. «Я положу тебя на хлеб, и выйдет бутерброд». «Меня? На хлеб? Да я такой!» — мышонок пропищал. «Я самый страшный зверь лесной, я всех тут застращал. А ну, пошли со мною, сейчас увидишь ты, как от меня все звери бросаются в кусты». «Ну что ж, веди, взгляну потехи ради. Ты топай впереди, а
я тихонько сзади. Вот по лесу они вдвоем шагают не спеша. И вдруг шипенье слышится и шорох камыша. «Да это же змея!» – мышонок закричал. «Привет! Не виделись 100 лет! Я даже заскучал!» Змея сказала: «Мамочки, на помощь, караул!» Под кучу бревен заползла и только хвост мелькнул. «Ну как?» – спросил мышонок. «Что скажешь ты теперь?» «Да это удивительно!» – промолвил страшный зверь. Вот через лес они опять шагают друг за дружкой, и вдруг заухало в ветвях над самой опушкой. «Да это же сова!» – мышонок закричал. «Здорово, бабушка! Давно тебя я не встречал!» Сова сказала: «Батюшки, спасите! Не могу! Забилась в темное дупло и больше не гугу!» «Ну как?» – спросил мышонок. «Что скажешь ты теперь?» «Да это поразительно!» – воскликнул страшный зверь. И вот опять они вдвоем идут лесной тропинкой. Что там за рыжее пятно мелькнуло за осинкой? «Эй, тетушка Лиса!» – мышонок закричал. «Ты что же в гости не идешь? Я даже осерчал!» Лиса сказала: «Это он! Спасите, нету сил!» И мигом юркнула в нору, и след ее простыл. «Ну вот», – сказал мышонок, – «не правда ли, теперь ты убедился, что в лесу я самый страшный зверь? Но я проголодался. Эх, что ни говори, всего вкуснее груффало с орешками внутри». «С орешками внутри? Да это страшный сон!» И зверь пустился на утек, и в чаще скрылся он. Сидит мышонок на пеньке, орешками хрустит, ведь он сегодня нагулял отличный аппетит. А теперь вторая сказка про Груффало и его дочурку. Так, свое семейство Груффало предупреждал не раз: в соседний лес нам ходу нет, опасен он для нас. «Опасен? Почему?» «Там в чаще непроглядной живет мышонок, страшный зверь, лихой и беспощадный. Однажды на тропе лесной я повстречался с ним и чудом, просто чудом остался невредим». «Ой, папа, расскажи, какой он зверь опасный, огромный-преогромный, ужасный-преужасный!» «Давненько это было», — вздохнул в ответ отец. Потом в затылке почесал и молвил наконец: «Он как медведь могуч и шерстью весь зарос, змеится по земле его длиннющий хвост, оранжевым огнем горят его глазищи и ходят ходуном железные усищи». Храпит папаша Груффало, повсюду тишина, и лишь дочурке Груффало сегодня не до сна. Ей приключений хочется, а тут сиди в пещере. И вот на цыпочки привстав, она крадется к двери. Снаружи ветер воет, и снег летит с небес. Малютка Груфаленок спешит в запретный лес. «Ага, угу, вижу след на снегу. Петляет, змеится. Что там за зверь таится? Вон из-под бревен чей-то хвост чешуйчатый торчит. Не грозный ли мышонок сидит там и молчит? Ах, вот он, зверь лесной. Он как-то странно тонок, и шерсти нет, и нет усов. Простите, вы мышонок?» «Нет, крошка, я не он. Он где-то на горе. Кажись, шашлык из Груффало готовит на костре». Гудят зловещие ветра, кружится снег летящий. Упрямый Груфаленок бредет лесною чащей. «Ага, угу, вижу след на снегу, на белизне пушистой. Чей это след когтистый? А вон огромные глаза огнем горят в потьмах. Не злобный ли мышонок там прячется в ветвях?
Ой, он слетел на пень, сидит, когтей не прячет. Но хвост не тот и нет усов. Вы не мышонок, значит? Ага, конечно нет. Он где-то на реке. Наверное, суп из груффала готовит в котелке. Ха-ха. Все громче воет ветер злой, все холодней сугробы. Дрожащий груфаленок шагает вглубь чащобы. Ага, ого, следы на снегу, цепочкою двойною и в норку под сосною, а из норы торчат усы колючие на вид. Нехитрый ли мышонок в засаде там сидит? Ах, вот кто тут живет. Шерсть огненного цвета, зато в глазах не огонька. Нет, не мышонок это. Ха-ха, конечно нет, он дома в этот час. Небось, котлет из груффала нажарил про запас. На пень дочурка груффала уселась без опаски. Мышонок – это выдумки. Мышонок – это сказки. Я обошла весь лес и вдоль, и поперек, и все дурачили меня. Ой, что там за зверек? Мышонок, только маленький. Вот ты-то мне и нужен. Тебя в снегу лишь обвалять, и выйдет легкий ужин. «Постой», — сказал мышонок, — «успеешь закусить. Хочу я друга одного на ужин пригласить. Он грозен и могуч. Сейчас увидишь сам, я на орешину взберусь и знак ему подам». Отважный груфаленок зажмурился во мраке. Так это все не выдумки, так это все не враки. А маленький мышонок успел на ветку влезть и лапкой машет, и кричит: «Сейчас он будет здесь!» И тут луна взошла негаданно-нежданно, и тень огромная легла на снежную поляну. Ой, что это за зверь? Он шерстью весь зарос, торчат ужасные усы, змеится длинный хвост, а уши, ну и страх, слону пришлись бы впору, а на плече его орех величиною взгору. Да это сам мышонок! Спасите! Караул! Мышонок спрыгнул с дерева и лапкой вслед махнул. Ага, угу, следы на снегу. Здесь пробегала груффала, оно порядком струффало. Спешит дочурка груффала домой в рассветной мгле. Храпит папаша груффала в уюте и тепле. Как хорошо в пещере заснуть под звуки храпа. И ничего не страшно, когда под боком папа. Забирайтесь под одеялко и засыпайте. Доброй ночи.